Всем привет! Я рада, что мы с вами дошли уже до третьего занятия. Это очень здорово. Сегодняшнее будет посвящено кистям, и, конечно же, их огромное множество, поэтому я немного расскажу о тех, что есть у меня. Я подготовила для вас небольшую таблицу и разделила кисти на синтетические и щетину. Это не значит, что нужно покупать все эти кисти, просто покажу вам разновидности. Также каждую кисть я подписала по номеру и фирме, если вы вдруг захотите найти такие же. По возможности оставлю ссылки на них в описании под видео. Возможно, это видео выйдет с небольшим опозданием, так как я уже сняла для вас видео про кисти, но потом меня подвела камера, и сейчас мне приходится снимать по новой. Из своего набора кистей я постаралась подобрать самые близкие к представленным на картинках. И начнем с плоских кистей. Они все очень похожи и могут заменять друг друга, просто есть более широкие и менее широкие. Ими очень удобно добиваться плавного перехода из цвета в цвет. И начну с плоской синтетики размер 12. Такой кистью можно провести как широкую линию, так и тонкую. Очень подходит, если вам надо закрашивать большие поверхности. Далее идет скошенная кисть. Ее отличие в том, что ворс срезан под углом. Ей можно также проводить широкую линию, такие волнообразные и тонкие. Далее у нас идут две плоские кисти, которые абсолютно такие же, как первая из представленных, но просто поменьше размером. Вы видите, что они все очень похожи и легко могут заменить друг друга. Единственная разница это в ширине вот этой самой широкой линии. И замыкает этот столбец синтетическая закругленная кисть. Вы видите, что она практически ничем не отличается. То есть она может проводить также широкие линии и тонкие, просто у нее закругленный конец. Ей можно рисовать, например, лепесточки цветков. То есть это кисть для тех, кому надо добиться определенного эффекта, но особой необходимости в ней нет. В следующем столбце у нас круглые синтетические кисти. И начать я решила с самой длинной и самой тонкой. Все тонкие кисти предназначены для того, чтобы прорисовывать мелкие детали, например, какие-нибудь веточки или травинки. Следующая кисть практически ничем не отличается, просто у нее более короткий ворс. Но ими можно добиться одинакового эффекта. Дальше у нас синтетика круглая заостренная. Это круглая кисть, просто кончик у нее остренький. С такой кистью можно работать по-разному, в зависимости от того, как вы ее держите. Можно проводить более тонкие линии, либо более широкие. Сразу хочу сказать, что для начала вам будет достаточно даже 4 кистей. Возьмите 2 плоских синтетических кисти, например, размер 12 и 2,
и 2 круглых кисти, например, размер 9 и 1. Для самых простых картин в начале вам будет этого более чем достаточно. Далее у нас идет синтетика круглая. Кисть немного напоминает кисточку для макияжа. С этой кистью можно также работать по-разному, например, рисовать кружочки, либо такими точечными движениями можно прорисовать листву, и также можно делать широкие линии. Ряд синтетических кистей у нас завершает веерная кисть. Ей очень удобно рисовать травинки. Если честно, я ей больше ничего не делаю, но, возможно, вы найдете ей другое интересное применение. И осталось рассмотреть 3 кисти щетины. Такие кисти очень похожи на синтетические. Вы, например, можете добиться плавного перехода из цвета в цвет ими, но они за счет своего жесткого ворса могут оставлять такие полосочки, как бы выцарапывать краску. Ну и, конечно, ими сложно провести тонкую линию. И для начала покажу вам такую плоскую кисть. Специально решила показать вам поближе, чтобы вы увидели разницу между синтетической кистью и кистью щетина. Она как бы выцарапывает краску. Мне нравится использовать кисти щетина, когда я рисую, например, зелень на деревьях. Она дает очень интересный эффект. И иногда я использую ее для того, чтобы нарисовать воду. Конечно, я бы советовала вам приобрести одну кисть щетину, либо плоскую, либо вот такую круглую, про которую я сейчас расскажу. Но это не так необходимо, как 4 предыдущих кисти, про которые я вам сказала. То есть это уже как дополнение. Дальше идет щетина круглая. Я не нашла, к сожалению, картинки подходящей, но хочу показать вам ее. Можно также проводить ей линии, либо вот такими движениями рисовать листочки. На самом деле в интернете очень много уроков, где листья на деревьях рисуют именно кистью щетина. В том числе и в моих видеоуроках я практически всегда использую кисть щетину для деревьев. И самая последняя кисть – это веерная щетина. В принципе, она такая же, как и синтетическая веерная кисть. Но я думаю, вы можете заметить разницу между травинками, которые дает синтетическая кисть, они как бы отдельно друг от друга. А щетина, она все-таки смешивает и не дает прям настолько отдельных линий. Также я знаю, что есть те, кто мастерски рисуют, например, елочки такой кистью, но я пока что еще не освоила это. И в конце мне хотелось бы повторить, что совсем не обязательно скупать все кисти, которые вы видите в магазине. Для начала вам будет достаточно плоской синтетической большой и поменьше, и круглой синтетической побольше и поменьше. И, возможно, вы захотите взять себе одну кисть щетину. Также хочу вам посоветовать брать не очень дорогие кисти изначально, потому что если они вам не подойдут, то будет очень обидно. Неплохая фирма «Художественные материалы», их значок выглядит вот так вот, как капелька или как инь-янь. Попытаюсь вам показать. Они продаются практически в любом канцелярском магазине и стоят достаточно недорого. Либо вы можете взять какой-нибудь недорогой набор. В моем видео не были представлены кисти из таких материалов, как белка или пони, потому что, если честно, мне они не очень нравятся. На этом мы закончим с вами наше сегодняшнее занятие. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно напишите мне в комментарии, я всем отвечу. И до встречи на следующем занятии. Пока-пока!